Всем привет! Сегодня видео про косметику. И сегодня косметика у нас будет называться вот так. Joann's Road. Косметика для зрелой кожи, для девочек старше 50. Значит, что мы видим? Модель. Модели 55 лет. Никаких уколов красоты я не делаю. У меня была сделана блефаропластика, у меня есть видео об этом. Кому интересно, заглядывайте в уголок, повешу там видео о моей блефаропластике. Я очень довольна этим. И, так скажем, 9 лет назад, в течение 2 лет, то есть 2 раза в год, а всего 4 раза я делала уколы красоты, находясь еще в Санкт-Петербурге. Вот, когда я переехала сюда, здесь я живу 8 лет, я делала 1 раз только ботокс, потому что у меня очень свисающее было веко. И когда я делала этот ботокс, вот именно, я даже не знаю, это не врач мне делал, но специалист специально, это в клинике все было. И, в общем, эта женщина мне сказала, вам нужно сделать блефаропластику. После этого мы нашли специалиста и сделали блефаропластику. А сейчас, вот как я готовлю мое лицо. Утром душ. После душа я наношу масло, обязательно масло сначала. У меня есть вот такое касторовое масло в ампулах. И одну ампулку я разрезаю, выдавливаю масло, наношу на лицо. И как бы я чередую. У меня вот, я вам просто покажу, какие масла я купила, что у меня есть. Кокосовое масло. Здесь у меня органовое масло. Держу в холодильнике все мои масла. Абрикосовое масло. Масло жожоба. И еще одно масло, массажное масло с витамином Е. Вот если я хочу сделать какой-то массаж, ну я, в принципе, и на этих маслах делаю, но вот это очень приятно пахнет, маслечко. Так, вот это первый момент. После того, как я нанесла масло, мне еще нравится, ну, поскольку у нас, знаете, теплый климат, это комфортно, я беру 2 кусочка льда и протираю лицо. Мне очень нравится. И потом эта водичка, я жду, чтобы она впиталась. Пока с вами разговариваю, губы сохнут. Берем Miracle Balm от Joann's Road. Самый светлый. Нанесу пока его на губы. Очень такой жирненький. Так, можно вот этот Miracle Balm, по идее, наносить на все лицо, но хочу вам сразу сказать, если у вас очень жирная кожа, ой, не жирная, а очень сухая кожа, может быть, он впитается. У меня в течение дня он практически и не впитывается. У меня кожа нормальная, всю жизнь была нормальная, но с климаксом, естественно, в сторону сухой идет. Плюс у нас такой засушливый климат, хотя 3 дня мы здесь все радуемся, у нас идет дождь, и, так скажем, прекрасная погода дождливая. Так, ладно. Следующий Miracle Balm у нас идет Dusty Rose. Когда я его наношу на лицо, ну так вот, в некоторых местах, он такой легкий оттенок загара придает, приятный очень цвет. Цветов там много. Вот этот просто розовый, а этот персиковый. Ну, иногда хочется, знаете, на щечки нанести, вот глаза, тени я иногда делаю вместо помады. Покажу вам сегодня, вот как на губах это все смотрится и как на щечках на моих будет это все смотреться. Так, давайте с вами приступать. Начинаем мы с карандашей. Так, карандаши у меня, ну, они как бы разных оттенков, но большой разницы между ними я не вижу. Какие-то, это настолько слабые оттенки, практически не отличаются друг от друга. Вот самые темные такие
места замажем. Так. У меня сильнее всего загорает нос. У нас март был удивительно теплый. Даже в марте у нас уже была погода 27-25 градусов. Очень-очень тепло. Так, ну, по крайней мере, сама Джоан рекомендует вот так наносить этот карандаш. Немножко мы... У меня уже лицо загоревшее, видите? Поэтому я взяла самый такой темный оттенок. Будем делать такое более нейтральное все. Кому как нравится, наносите. Кому-то нравится пальцами, как мне, наносить быстрее всего. Кому-то нравится кисточками, кому-то спонжами. Что мы теперь сделаем? Давайте попробуем вот этот увлажняющий крем с эффектом тональным. Посмотрим, насколько он сильно исправит дефекты на лице и как он увлажняет. Видите, даже близко, в принципе, к глазам наношу. Ощущение приятное от этого крема. На лоб, в принципе, можно и не наносить ничего, потому что у меня челка всегда закрывает лоб. Но вы можете уже видеть, тон идеально совпадает вот с моим тоном кожи. Так, еще глазки. Чуть-чуть на глазки, на косточку нанесем, можно на все веко нанести. На нос тоже нанесем немножко. Нос у меня, крылья носа высыхают быстрее всего. Так. Ну, как-то ощущение, как будто маска на лице. Ну как, вот чисто внешне, да? Какое-то что-то такое неестественное. Но он должен немножко впитаться. Теперь мы нанесем... Давайте вот этот вот. Dusty Rose. Пыльная роза. Что за цвет такой естественный? Вы знаете, мне вот, например, больше нравится лицо вообще без косметики, потому что мы живем, ребята, на курорте. Тепло. Кожа лучше всего, когда просто дышит. И никакой косметики не надо. Ну, иногда совсем такая легкий вариант. Чуть-чуть на лоб, чуть-чуть. Как бы загар. Очень так получилось все естественно. Теперь мы сделаем все-таки тени. И глазки накрасим. Вот это у нас цвет. Без очков я не вижу, но он такой светленький такой. Единственное, все слишком с блестками. Вот это мне не очень понравилось. Но у нее там я не нашла без блесток. Я бы купила такой вот теньки такие светленькие, без блесток. У нее с блестками все. Крем. Кремовые тени.
Так, теперь темные тени. Я даже не знаю. Бронз. Да, похоже на то, что там написано бронз. Немножко. Добавим, чтобы придать глубину. На складку кладу, на складочку. Немножко вот этот не совсем правильно нанесла. Чуть-чуть исправим. Блеск. Нормалек. И теперь у нас тушь. Ну, тушь от Joanne Road я не буду наносить, потому что у меня она смотрится, она черная, и мои глаза смотрятся просто дико. Я купила от Revlon натурально-коричневый. Это вот от Joanne's Road. И купила я от L'Oreal. Коричневый, но вот этот потемнее от L'Oreal, а вот этот посветлее. И вот именно этот мне понравился больше всего. Натурально-коричневый. И кисточка хорошая. Бровей у меня... Ой, не бровей, этих ресниц. И не видно практически на глазах. А еще я сплю, знаете, на животе. Практически лицо у меня на подушке. Поэтому у меня ресницы такой зигзаг имеют. Их не надо даже завивать. Некоторые страдают, что прямые ресницы, и их завивают. А мне их надо, наоборот, выпрямлять. Снизу я даже красить не буду ресницы. Так, брови. Тоже беру самый-самый светлый от L'Oreal. Видите, чуть-чуть поярче становится, но не дикий такой, не дикий темный цвет. Все, красоту навели. И все, и вот так в течение дня ходим. Немножко мне как бы кажется, что от этого крема лицо так как-то блестит немножко. А может быть, это вот отсюда блестки идут, ну вот щеки блестят. Все-таки, мне кажется, от этого увлажняющего крема. Но ничего. Так, давайте нанесем теперь что-то поярче на губы. Помада. Абсолютно такой нейтральный тон. Помада, я ее купила попробовать, но не очень она мне понравилась. Для меня она как бы темноватая. Мне нужен примерно мой тон, но чуть-чуть посветлее. Добавим очень приятная вещь, мне очень понравилась. Это блеск для губ. И посмотрим, как с блеском. Ну, в сочетании с блеском уже гораздо приятнее. Так, прическа, да, осталась. Ну, такая вот примерно прическа. Очень такой естественный макияж. Приятный макияж. Кстати говоря, вот пока делали макияж, даже, ну, мне, по крайней мере, это нравится, как мое лицо выглядит. Ухоженно выглядит. А вот с обычной косметикой, которую просто в магазине вы покупаете, когда вам 20 лет, которой я тоже раньше пользовалась, она сразу же проявляет все морщины, и я выгляжу как старуха. Так что напишите мне в комментариях, понравился вам вот этот вариант или нет.
А я сейчас умываюсь, и мы переходим к вот этому, влажная база называется. Вот это у нас слоновая кость, а это бежевый. И использовать будем поярче, что-то поярче. Так, умываемся.